Пролог. Я хочу рассказать вам историю, произошедшую 30 июля 2045 года в небольшом городке под названием Анхель. То время для Марго было самым темным, и она даже представить не могла, что ждет ее впереди. До сих пор неизвестно, что именно произошло в ту ночь. Быть может, вы сможете в этом разобраться. Глава 1. Прощание, Марго. Это Марго. Сегодня ей исполнилось 27. Насколько ей известно, она больна неведомой болезнью. Ее мучают сильные головные боли. Родные смотрят с жалостью, тем самым еще больше погружая ее в отчаяние. А ведь она хочет жить как все. Но вместо этого в ее мире есть только боль. Сегодня все закончится. Она давно решила, что так будет лучше для всех. А главное, для нее. Марго расскажет правду обо всем, попросит не горевать и помнить ее как талантливого человека. А Генри похоронить вместе с ней.
Ее ждут тишина и покой. И ничего, что для этого нужно умереть. Ведь смерть — это всего лишь начало. Да? Глава 2. Кто вы, мистер Шварц? Прекрасная ночь для отбивной. Не так ли? Кто вы? Как вы вошли? Учитывая картину, которую здесь застал, думаю, нет смысла меня бояться. Или вам принципиально оставить кровавую абстракцию под окном, Вы пришли убить меня? Возможно. В любом случае, выйдите с балкона. Сюда, не в окно. Даже не думайте. От меня до двери ближе, да и лишний шум нам с вами сейчас не нужен. Верно? Присаживайтесь. Расскажите мне свою историю. Интересно. Что тебе интересно? О, как грубо. А вламываться в чужой номер не грубо. Простите мне мою шалость, но войдя сюда, я и подумать не мог, что обнаружу такое. Давайте познакомимся. Как вас зовут? Марго. Меня зовут Марго. Какое красивое имя. А вас? Вас? Вы уж определитесь, вы ко мне на «ты» или на «вы». Меня зовут Константин Шварц. Можно просто Шварц. Шварц? Серьезно? Немец, что ли? С чего немец-то? Я же не Резенкраутс или Фридман.
Какая разница, русский, немец или кореец? К чему эти разделения? Вы ведь когда видите бабочку, не кричите «О, папилия махон!» Вы кричите «Бабочка!» Какая папилия? Это латинское название бабочки махаон. Значит, не немец. Человек, он везде человек. Я уважительно отношусь ко всем и не считаю, что кто-то лучше или хуже. Все равны. Еще год назад вас бы за эти слова посадили в тюрьму пожизненно. Или еще хуже. Казнили. Да. Кто бы мог подумать, что потребуется Третья мировая, чтобы обрести всеобщий мир и покой. До покоя еще далеко. Все только начинает приходить в норму. Но люди прежними все равно уже не будут. Мир не будет прежним. Любая война оставляет свой след. Шрам в каждом сердце. Кто вы, мистер Швац? Философ? Или, может быть, общественный деятель? Что смешного? Ничего, прости. Те. Может, на «ты»? Да, конечно. Я был многими. Во время войны вел дипломатические переговоры на тему заключения мира, но когда понял, что все мои попытки тщетны, а вторая сторона хочет... Войны. Ушел, вернее, перевелся на фронт. Так ты военный. Военный врач. И это я хотел услышать твою историю, а не рассказывать свою. Я весь во внимании. Ну, я... Может, расскажешь свою? А я тебе свою. И все будет честно? Честно. Ты в любом случае мне расскажешь либо сама, либо я тебя заставлю. Не против? Прости, сразу не спросил. Нет, не против. И все же расскажи. Ты ведь последний, с кем я говорю. Предлагаю пари. Чего? Заключим пари. Если по итогу ты изменишь свое решение, с тебя услуга. Если нет, я расскажу тебе и поделюсь своей тайной. Соглашайся, ты ничего не теряешь. Какая услуга? Что я должна буду сделать? Сильно болит? Что? Голова. Это... Да. Я привыкла к боли, но часто становится невыносимо. Что ты хочешь? Не волнуйся. Не трогай! Отпусти! Подожди ты! Что ты сделал?
устала. Ну, как? Мне даже таблетки не помогают. Так легко. Я и забыла, как это. Кто ты? Как ты это сделал? И это вместо благодарности. Люди. Одним словом. Повернись и отвечай. Теперь стимула к паре прибавилось? Если я передумаю... Но ты ведь уверена в своем решении, а значит, обычный разговор ничего не изменит. Так ведь? Так. Не изменит. Хорошо. Я согласна. Но есть одно условие. Какое? Если не сможешь отговорить, то услуга с тебя. Быстро учишься. А ставки-то повышаются. Я согласен. Глава 3. Все в твоей голове. Закрыть? Нет, оставь. Я люблю грозу. Звук дождя очень... Успокаивает? Да. Единственное, переместимся на кушетку. Там удобнее и вид на камин отличный. А это обязательно? Будем считать это моим условием. Хорошо. Решил поиграть в психолога? Хорошая ассоциация. Не очень. Почему, не любишь психологов? Или они после тебя тоже с окон прыгали? Ага. Прям во время сеанса. Слабаки. Думаю, ты можешь начинать. Даже не знаю с чего. Может, с Генри? Кто этот бедолага и зачем его хоронить с тобой? Генри, это бабушкино пианино. Мертвый ящик с человеческим именем. Генри не ящик! Он был моим спасением от всего, от всех! В детстве родители часто ругались.
не обращая на меня внимания. Тогда я сбегала к бабушке. У нее было старое, но очень хорошее пианино. Я дала ему имя. Генри. Это, наверное, смешно, но после этого звучание стало живым. Бабушка очень любила и верила в меня. Мы часто играли вместе. Генри переносил меня в ту реальность, где все друг друга любят, понимают. Я хотела стать композитором, но родители были против. В нашей семье нет творческих людей. Это считается несерьезным. Я ушла из дома, поступила. После выпуска мне предложили работу, о которой я всегда мечтала. Творчество ушло на второй план. Все превратилось в попытки наскрести на жизнь. Управляющий ресторана, в котором я играла, предложил более прибыльное место, но оказалось, им нужен не музыкант, а подстилка с услугами по игре на пианино. Конечно, я отказалась. Меня выгнали из ресторана и больше ни в один не взяли. Разбилась моя мечта о реальности. Пришлось получить второе образование, устроиться на работу. Ты бы видел, сколько счастья было у родителей. Их дочь стала нормальной. Одна бабушка продолжала верить в меня. Но вскоре ее не стало. Теперь у меня есть только Генри. Значит, из-за того, что ты живешь в прошлом, в настоящем никого нет? Я не живу в прошлом. И вообще, с чего ты взял, что у меня никого нет? Ах, да. Генри. Ты прав. С друзьями не везло. Да и с отношениями. Настоящих мужчин не осталось. Все были не такие. Предательство, ложь, измены. Поэтому я потеряла надежду на то, что найдется человек, который поймет, полюбит такой, какая есть. Полегчало? Да, немного.
Просто раньше никому это не рассказывала. Еще бы. Разве захочет настоящий мужчина или кто-нибудь из друзей слушать нытье жертвы, которая перекладывает ответственность за свою жизнь на других? Где я перекладываю ответственность? Даже от своих головных болей ты давно могла избавиться. Не так ли? Нет, не могла. Что? Нет, не могла! Врачи 5 лет выносили мозг, пичкали таблетками. Один одно говорит, второй третье. Они даже не поняли, в чем причина. А я устала мучиться из-за них. Шварц, отпусти! Мне больно! Больно? Потому что живая. Выбирай, Марго. Продолжать обвинять всех вокруг своей слабости, убегая от ответственности. Жить в прошлом или взять себя в руки. Сделать свою жизнь такой, какой хочешь ты. Выбирай! Нет, отпусти! Выбирай, или я прямо сейчас выброшу тебя в окно! Нет! Ты сделала свой выбор. Я не... Ты... Ты выбрала жить. Все в твоей голове. Осознай, что многое зависит от тебя, от твоего мышления. Ты хочешь жить. Только что ты доказала это, теперь прими решение. Либо оставить все как есть. Старые действия приведут к старым последствиям. Либо изменить все. Изменить себя, действия и... Тогда ты будешь у штурвала на своем корабле. Ну вот, улыбайся. Даже когда плохо, улыбайся. обожаю грозу. А можно мне тоже? Ты разве куришь? Очень редко. Ну, хорошо. А они сильно крепкие? Ну, как сказать? Не попробуешь, не узнаешь. Ну как? Кошмар! Мерзость какая! Как ты это куришь вообще? Аж до слез. Милая, если ты хотела еще раз прикоснуться ко мне, так и скажи. Я бы показал, где мне приятнее. Какое самомнение.
Спасибо тебе. Рад помочь. Тем более, что теперь ты должна мне услугу. Чего? Вот ты бесчувственный. Я ему тут душу изливаю, а он про услугу. Ничего личного. Только пари. Прям совсем ничего. Глава 4. Обещание. Ты уходишь? Как только мне понадобится твоя услуга, я свяжусь с тобой. Приятно было познакомиться. Я буду хранить в своей памяти эту ночь. Останься. Пожалуйста. О чем задумалась? Да так. Хочу задать тебе несколько вопросов. Ответишь на них честно? Только если они не о возрасте и деньгах. Почему это? Женщин о возрасте не спрашивают. Мужчин-то можно. Сплошь дискриминация. Давай так. Я отвечу на 3 твоих вопроса. Хорошенько подумай, прежде чем задавать их. Очень интересное кольцо. Это подарок дорогого мне человека. Девушки, Друга. прости. Что с ним случилось? Ты уверена, что хочешь потратить на это свой второй вопрос? Почему второй? Я и первый не задавала. Хитра чертовка. Больше я не попадусь. Задавай вопрос. А так все хорошо начиналось. Ладно. Первый вопрос. Как ты попал в номер? Серьезно? Тебя до сих пор это интересует? Я попал в номер через дверь. Швац. Ладно, ладно. Я открыл дверь вторым ключом. Владелец этого отеля мой давний должник, вот и оказал мне услугу. Что? Следующий вопрос. Кто ты? Уверена, что хочешь знать? Да. Ты сама знаешь ответ. Вампир. Не боишься?
думала, вас всех перебили. Подожди. Так значит, ты действительно пришел убить меня? Я передумал. Когда увидел тебя на балконе. Если б не мое обещание, ты была бы моим ужином. Какое обещание? Помнишь, я говорил о друге? Это единственное, что от него осталось. Он не вынес горя потери и ушел вслед за своей любовью. Я не смог вразумить его и тогда дал себе обещание, что если встречу того, кто захочет уйти из жизни, приложу все силы, чтобы помочь и остановить. Сделай меня вампиром. Я спасал тебя не для этого. Прошу тебя. Ты ведь не отстанешь, да? Прости меня, моя милая Марго. Глава 5. Сон. Встретимся там, где горят фонари. Швац? Швац, ты здесь? Швац? Тем утром Марго утратила границу между реальностью и вымыслом. Она не понимала, был ли Швац на самом деле или нет.
Совсем немного отделяло ее от разгадки тайны, что навсегда останется в том номере. Тайны, которая сменила все. Но главное, уходя из отеля, Марго оставила там боль, что преследовало ее годами. Эпилог. С тех пор прошло больше 3 лет. Марго нашла себя, уволилась с работы и воплотила свою мечту. Сейчас ее ждет очередной концертный тур по стране, а родители и близкие друзья теперь преданные фанаты. Не проходило ни дня без воспоминаний о событиях той ночи. Марго до сих пор не понимала, был это сон или явь. Но одно знала наверняка. Она встретит его вновь, придя туда, где горят фонари. День или ночь, я не видела мир, проживая все то, что
прошло. Путь далек и усеян шипами, путь тернист, на глаза твои прошептали: иди. Боль мою рассеял надеждой, колесо завертелось, как прежде, дальше только сила и мир. Знаю, встретимся вновь.